Мне все равно, когда и где существовать. Эти слова написал Осип Мандельштам о себе. Ему действительно было подвластно любое время, любое пространство. Он мог жить везде, во всем мире. И все-таки Петербург его родной город. Петербург его создал, и он сам человек Петербурга. Во многом он сам создает уже свой Петербург. 1913 год. Еще не свершились никакие революции. Еще не началась Первая мировая война. Петербург еще стоит так, как он стоял с петровских времен. И Мандельштам его обживает. Это его главный перекресток. Перекресток, где скрещиваются его судьба и судьба города. В 1913 году он напишет петербургские строфы, где он наконец найдет то совершенство, ту гармонию, которую он искал всю свою юность. Петербургские строфы Мандельштама. Мы прогуливаемся по Сенатской площади 1913 года вместе с Мандельштамом и встречаем здесь пушкинских персонажей. Вот государство жесткое Порфира. Это ведь мантия Петра I из «Медного всадника». Но это не только памятник Фальконе, это еще и герой пушкинского произведения. Здесь же нас посещает Онегина «Старинная тоска». Здесь мы можем встретить несчастного бедного Евгения из «Медного всадника», который бензин вдыхает и судьбу клянет. И все это потому, что для Мандельштама Петербург – это в первую очередь город Пушкина. Пушкин здесь гений места. Поэтому без Пушкина Петербург не состоялся бы. Над желтизной правительственных зданий кружилась долго мутная метель. И правовед опять садится в сани, широким жестом запахнув шинель. Зимуют пароходы, на припеке зажглось каюты толстое стекло. Чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело. А над Невой посольство полумира, адмиралтейство, солнце, тишина и государство жесткое Порфира, как власеница грубая, бедна. Тишка обуза северного сноба, Онегина старинная тоска, на площади Сената вал сугроба, дымок костра и холодок штыка. Черпали воду ялики и чайки морские, посещали склад пеньки, где, продавая сбитень или сайки, лишь оперные бродят мужики. Летит в туман моторов вереница, самолюбивый, скромный пешеход, чудак Евгений, бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет. Прогулка по Сенатской площади 1913 года должна начинаться здесь, над желтизной правительственных зданий. Вот это как раз и есть здание Сената и Синода, соединенные аркой, которая по замыслу архитектора Росси должна была олицетворять связь между светской и духовной властью. Сейчас это тоже правительственное здание, Конституционный суд России. Адмиралтейство, солнце, тишина. Адмиралтейство – вот оно, найденное совершенство. Для Мандельштама это воплощение гармонии. У него ведь есть стихотворение, которое так и называется «Адмиралтейство», и там он это здание называет фрегатом, акрополем, мачтой недотрогой, ладьей воздушной. Летит в туман, моторов вереница. Это уже, конечно, не пушкинский, это уже блоковский Петербург. Это современность для Мандельштама 1913 года. И почти точная цитата «Реминисценция» из любимого стихотворения Александра Блока «Шаги командора». Пролетает, взбрызнув ночь огнями, черный, тихий
как сова мотор. Современность автомобилями врывается в поэзию Мандельштама. И блок становится неотъемлемой частью. Блок становится для Мандельштама символом Петербурга. Этот город подарил Мандельштаму и поэтическую судьбу, и очень близких друзей. Николай Гумилев, один из основателей цеха поэтов, и человек, придумавший слово «акмеизм», становится близким другом Мандельштама. И петербургские строфы посвящены именно ему. Таким образом, для Мандельштама Петербург – это город Пушкина, Блока и Николая Гумилева. Петербург у Мандельштама всегда желтый. И потому что это цвет державы, державный флаг Российской империи желто-черный. Но еще и потому, что когда архитектор Трезини, итальянец, увидел это место, холодное, промозглое, пасмурное, он так захотел добавить сюда солнце. Вот и родилась эта идея – раскрасить дома в желтый цвет, добавить немножко солнца. Потом Николай I приказал покрасить все казенные здания в желтый цвет, и это стал цвет казенного Петербурга. Потом будет Петербург Достоевского, и это будет болезненный желтый цвет. Но у Мандельштама он, как у Пушкина, кусочек солнца, поэтому это солнечный город. А еще Мандельштам вспоминает, наверное, строчки поэтического учителя акмеистов Иннокентия Анинского. «Желтый пар петербургской зимы, желтый снег, облепающий плиты. Я не знаю, где вы и где мы, знаю только, что крепко мы слиты». Вот и оказывается, все петербуржцы вместе с Мандельштамом слиты этой желтизной, этим городом, одной судьбой.